Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня у нас опять урок по кругам из цветных спиралей. Они вам так понравились, и я решила записать еще один мастер-класс. Сегодня будет урок из 4 цветов. Вот у меня остались остатки папайи, апельсин, хаки, нет, вот этот вот хаки и горчица. Вязала я из шнура карамель. Вот его характеристики. Заказать его можно по ссылочке с 5% скидкой по моему промокоду. Оставлю в описании под роликом. И вязать я буду, как всегда, крючком номер 5. Часть круга я уже связала. Чтобы не повторяться, точно так же я вязала вот этот круг. Здесь я оставлю ссылочку, и вы посмотрите, как его начинать. А дальше я уже подробно расскажу. Вязала я круг по спирали. Вот в этом уроке вы посмотрите, как я это делала. И последний круг у меня был из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь удвоение. Из 7 петель. И вот я круг заканчивала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть я вязала по 5 одиночных петель и потом удвоение. Опять 5 одиночных и удвоение. Вот это был у меня последний круг. Итого 7 петель. Вы можете начинать вводить другой цвет и попозже. Главное, чтобы вот здесь у вас было нечетное количество петель. То есть, когда будет или 9, или 11. У меня на данном этапе их 7. Продолжаю дальше вязать цветом горчица. Провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Горчицы никаких удвоений я делать не буду. Я беру бордовый, папайя. Ввожу. Не забываем прятать предыдущий цвет, тоже провязываем. Ввожу бордовый. И вот бордовым я делаю удвоение. Все там провязываем, все хвостики. И вот сюда я уже провязываю 2 петли. 1 и 2. И дальше без удвоений горчицей продолжаю вязать тоже 3 столбика, как в начале. 1, 2, 3. Вот у нас пойдет новый клин. И точно так же я сейчас провяжу хаки. 1, 2, 3. Подтяну все наши цвета и ввожу мандарин. Сразу делаю прибавку мандарином. 1, 2 и 3 петли вяжу хаки. Мандарин прячем хвостик. 1, 2,
3. И так продолжаю до конца круга, точно так же, как я вам показала. Вот, перехожу на горчицу, горчицу, вяжу 3, раз, 2, 3. Перехожу на бордовый, удвоение делаю, 3 горчицы, и все точно так же до конца круга. Я довязываю круг. Все, провязала последние 3 петли. Вот что у меня получилось. Сейчас покажу, как вязать следующий ряд. Сейчас будет все очень легко, вам не нужно никаких схем. Вяжу опять горчицей 3 петли. Теперь мы все время будем вязать горчицей или хаки по 3 петли без прибавок. Провязываю 3. Раз, 2, 3. А вот уже бордовым сначала провяжем 1 петлю, а теперь делаем удвоение. И в следующих рядах провязали 2, итого 3. И в следующих рядах мы будем вязать следующий ряд 1, 2 одиночную и делать удвоение. То есть удвоение делаем всегда в конце. Перехожу обратно на хаки. И провязываю 3 петли. Все точно так же проделываем с хаки и мандарином, и так до конца ряда, и покажу следующий ряд. Заканчиваю еще один ряд. Вяжу 1 петлю и затем 2. И последние 3 петли хаки этого круга. Раз, 2, 3. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот уже линия становится больше. И продолжаем дальше. Следующий ряд. Вяжу опять 3 горчицы. Раз, 2, 3. Теперь я провяжу 2 петли по 1. Будем расширять наш клин. Раз, 1 петля, 2 петля. И в последнюю всегда вяжем 2. Итого у нас уже получилось вот здесь в клинышке 4 петли. Подтягиваем, только не сильно, другие цвета. Дальше вяжу горчицей.
3 петли. Все, соответственно, также вяжем другим цветом и так до конца круга. И следующие ряды мы продолжаем вязать в начале 3 цвета по одной, точно так же в конце, а вот здесь клинышек расширяем. Вот здесь у нас было 4 петли, в следующем клинышке 5, 6, и так вяжем, пока у нас здесь не будет 7 петель, вот как было здесь. Поэтому дальше вяжем самостоятельно, и дальше я покажу, если вы захотите перейти опять из клинышка в другой цвет. Вот какой же красивый у меня получается узор. Я провязала, когда вот закончился мой клин, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно так же, как вот было здесь, в этой части круга. И дальше я продолжаю. Следующий ряд мы уже будем вводить новый клин. Провязываю 3 горчичного цвета. И вспоминаем, как вязали вот этот ряд. То есть провязываю 3 бордового, и серединку опять горчичного. Горчичный. Провязываю сразу 2 петли. Две в одну. Перехожу опять на бордовый. Провязываю 3. И 3 горчичным. Единственная проблема, что шнур все время путается. Я его все время распутываю, чтобы было удобно вязать. 1, 2, 3. И теперь мы вот это клинышко точно так же вяжем, как и вот это. И продолжаем по цвету. Я, наверное, еще провяжу пару рядов. У меня уже вот бордовый заканчивается. И посмотрим, что получится. Ну вот я провязала еще 2 ряда. Эти клинья можно вязать просто бесконечно. У меня просто уже закончился бордовый шнур. И вот сколько осталось у меня других цветов. Край я уже тоже закрыла. Вот здесь. Как закончить работу такого круга, я показывала вот на этом круге в ролике. Оставлю ссылочку. И вы посмотрите именно вот на многоцветном, как закончить работу. Ну вот и все. Надеюсь, урок вам понравился. Жду от вас лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание. До свидания.